Пробежался сейчас пару километров от машины, аж взмок. У нас уже лето календарное. Душно, комары. Сейчас еще солнце вылезет. В общем, приветствую всех, дамы и господа. Рыбаки не очень. Это видео хочу попробовать сделать не совсем про рыбалку. Дело в том, что, во-первых, рыбалка, она как бы не всем нравится. И дабы разнообразить свои видео, хочу попробовать сделать видео про речку. В каждом регионе речки по-своему хороши. Я хочу показать одну из наших речек. Мы с вами побродим по ней. Может быть, какие-то интересные, красивые кадры получится снять. Конечно, я удочку тоже взял, спиннинг. Мы попробуем порыбачить, хотя, честно говоря, я не рассчитываю на поклевки. Сейчас у нас эдакое межсезонье. У нас один вид лосося уже практически завершил ход в реке, а другой вид лосося вот только-только начинается. И сейчас трудно рассчитывать на поклевки, поэтому вот план такой: походить по речке, поснимать, может быть, порыбачить. Вот такой вот я такого формата хочу сделать видео. Я не знаю, что из этого получится. Я попытаюсь. Присоединяйтесь к просмотру. Думал здесь перейти речку, не могу. Вот вроде смотришь не глубоко, но поток такой достаточно мощный. Хотел вот туда сходить. Здесь-то я был уже, а вот там я никогда не был. Было бы интересно посмотреть, порыбачить. Пошел по этому берегу, но тоже не смог пройти, только вон стрижей распугал. У них в обрыве гнезда пробиты, такие отверстия, они там живут, размножаются, у них там гнезда построены. Вон они обратно залетают к себе. А я здесь пошел, они прямо передо мной такой кучей и выпорхнули из берега. Пойдем в таком случае вниз. У меня машина внизу стоит, достаточно далеко. А здесь по дороге к машине, тут есть интересные места и в плане посмотреть на природу и как бы порыбачить. Про рыбалку, как я уже сказал, я не очень уверен, но все равно будем идти и какие-то в интересных местах будем останавливаться. Это не деревья и не кустарник. Это трава, к сожалению, я не знаю, как она называется. Мой регион, он вообще славится таким гигантизмом растений. То есть именно вот эта вот трава, она может достигать даже 2 человеческих ростов. Лопухи — это уже отдельная история. Нам, наверное, они попадутся, я вам покажу. Но в этом районе прям гигантских лопухов я не встречал. Но все равно, по сравнению с материковской растительностью, есть на что посмотреть. Недавно прошел дождь, и воду немножко приподняло. То есть вот эта вот трава, она получается то на суше, то под водой, то на суше, то под водой, в зависимости от уровня воды. Но, возможно, это с обрывистого берега. То есть берега подмывает, все это рушится, и потом вот эти вот островки, так сказать, с травой оказываются в воде. И здесь приживаются. Вот еще. То есть вот эта вот трава, она растет на суше. Фактически, да, это ее с берега, берег обвалился, и здесь она вот как-то задержалась. И заметьте, она не гниет,
Она вполне живая, хотя место ей на суше. Несколько дней назад я был здесь в обычных болотных сапогах, а сейчас в забродном костюме понимаю, что мне его недостаточно. Вот настолько подняло воду, поэтому придется идти вот здесь вот, под обрывом. Вот такое здесь интересное место. И таких мест на этой речке достаточно. Эта речка очень разная. Абсолютно ничем не примечательный плесик может чередоваться вот с такими скальниками, с растительностью, зеленью. Вот я и хочу примерно с километр пройти по реке и ее поснимать. Вот такой вот здесь красивый участок. Я бы вот здесь попробовал порыбачить. Давайте здесь задержимся, ну, на полчасика хотя бы. Между сопок стекает маленький ручеек. Как я уже сказал, я не рассчитывал на поклевки, поэтому не включаю камеру часто. Но тем не менее, вот у нас клюнула рыба. Жители Дальнего Востока, конечно же, узнали, что это за рыба. А тем, кто не знает, я сейчас покажу и расскажу. Вот недалеко мы от того ручейка отошли. Вот шел потихоньку. И, пожалуйста, поклевка. Это так называемый вишневый лосось или сакурамасо, черри салмон. Ну а по-нашему, по-простому, это сима. Причем этот экземпляр, ну, прям очень и очень маленький. Прям удивительно маленький. Вот, но он без таких, без видимых, ну, без сильно заметных нерестовых изменений. Такую рыбку еще называют серебро. Ну, как я вот говоря о том, что сезон одного лосося уже практически завершен, а сезон другого лосося еще только начинается, я имел в виду именно симу. Именно эта рыба, ну, ход уже завершен, какие-то остатки еще продолжают подниматься в реку.
Лично я в такое время, ну, предпочитаю все-таки эту рыбу отпускать. Как говорится, всему свое время. Давайте мы ее отпустим. Плохо, конечно, видно, но, по крайней мере, я вижу. Вот он след, и вот он след. Но он уже практически замыт дождями. Я не знаю, сколько времени прошло. То есть вот здесь зверь выходил к реке. Здесь все ровненько. Но это как бы это уже такие вещи обыденные. Он сейчас все чаще и чаще будет возле реки появляться. Но я за то, чтобы здесь еще немножко порыбачить, а потом идти вниз и продолжать снимать. Сейчас солнце, и видно, как вот противоположная обрывистая сторона, вот этот скальник, аж блестит. Я отсюда, к сожалению, не могу понять, что это. Либо это порода такая, вон солнце спряталось, блеск прекратился, либо это так называемые грунтовые воды стекают. Не могу сказать. Все, блеск прекратился, солнце спряталось. Ну, вы знаете, у меня очередная поклевка. Не хочется, когда клев неактивный, не хочется постоянно держать камеру включенной. Просто очень много холостых забросов. Память, питание у камеры расходуется. Вот сейчас я включил камеру уже после момента поклевки. Но это, по всей видимости, тоже сима, тоже Сакура Масу. Видите, не рассчитывал на рыбалку, но тем не менее, вот уже вторая рыбка, тоже не крупная. Не крупная. В этом году рыба была хорошего размера в этой речке, но вот сейчас почему-то вторая и тоже, но это покрупнее, но все равно это не то. Хотя, с другой стороны, как бы рыбалка сейчас интересна исключительно в спортивном плане. Конечно, рыба вся пойдет обратно. Так, ну тоже, кстати, почти без нерестовых изменений, почти. Хотя вот сейчас я уже вижу так называемые розовые полосы. Я вам сейчас покажу. Давайте, пускай она успокоится. Ох ты. Я тебя только хотел зрителям показать, а ты рванула. Смотрите, у нее на спине, я вижу вот в районе головы какая-то маленькая ранка. И полоски. Это следы от сетки. То есть она вырывалась из сетки, вырвалась, потому что она маленькая. И немножко поранилась. И если приглядеться, на теле видны еле заметные вот такие вот поперечные, как бы розовые полосочки. Они только-только формируются. Но это вот как бы первый признак нерестовых, так называемых нерестовых изменений.
Вот они только-только начинаются. Ну, в кулинарном плане, конечно, рыба по-прежнему хороша, но, как я уже сказал, в это время многие рыбаки предпочитают эту прекрасную рыбу отпускать. Ну, раз поклевывает, давайте еще попробуем. Я думаю, поклевки будут, конечно. Просто я за то, чтобы видео было не только про рыбалку. Вот, а поклевки, скорее всего, будут. Но сейчас время такое. Вода теплая. Рыба уже давно зашла в реку. Ей к нересту нужно готовиться. Соответственно, активность рыбы падает. Но если мы поймали 2 штуки, то, разумеется, здесь именно на этом участке есть еще рыба. И, скорее всего, нам удастся еще поймать. Но предлагаю не делать это целью. Вот она. Вот она. Слушайте, ну вот сейчас повезло. У меня камера оказалась включенная. Ох ты, как прыгает. Камера оказалась включенная. Она клюнула на камеру. Вот она. Это тоже сима, я вижу. И мне показалось, что именно эта рыба уже розовая. Давайте посмотрим. Сейчас я ее выведу и снова включу камеру. Я вижу, что это самец. У него нос самцовый. Такой крючком. Она розовая. Здесь уже нерестовые изменения прям вот ярко выражены. Еще совсем немного, она будет прям малиновая. Ну, где-то, может, через месяц. Но пока у нее прям энергии хоть отбавляй. Смотрите, как она борется за жизнь. Так. Пошли отпускаться. Вот, собирался все-таки сделать в видео упор на природу, на речку, на знакомство с речкой. А видите, как получается. Я опять занялся рыбалкой. Ладно. Так, да, смотрите, какая она полосатенькая. Красивая. Смотрите, какая красота. Это какая-то разновидность речных мидий. У нас их много. Они живут колониями. Есть участки реки, где прям вот от берега до берега вот все черное, усыпано вот такими ракушками. А здесь она лежала почему-то одна. То есть они так не живут поодиночке. Возможно, когда было сильное течение, много воды, ее просто откуда-то сюда принесло. Они живут колониями, а тут вот лежала. Ну, у нас как бы не принято их в пищу употреблять. Вот живут в нашей реке. Я совсем немножко вот вниз спустился, поймал немного рыб.
немного рыбов. Вот, и сейчас снова вернулся вот к этому к ручейку. Вот угол, откуда мы начали. Вот, сейчас надо водички попить. Я думаю, немножко отдохну. Еще раз пройдемся вот по этому участку. Может быть, получится еще что-то поймать. Может быть, я приманку поменяю. И пойдем вниз до машины. Тут, наверное, еще с километр осталось пройти. Вот, будем идти, я буду показывать вам речку. Поел, попил, сменил приманку. Сейчас еще немножко побудем в этом районе и будем спускаться вниз до машины. Это скальник. Уж я не знаю, как называется эта порода. И вот этот скальник, он, соответственно, имеет продолжение на дне реки, вот под тем берегом. За тысячи лет он настолько отполирован, что при сильном течении может просто вот сдуть человека. Вот, а посередине, если вы видите, вода как бы темная, получается в этом же скальнике как бы расщелина такая. И вот во время хода рыбы она по этой расщелине двигается вверх. Это еще называют фарватером, ее фарватером. И вот задача попасть приманкой рыбе, что называется, под нос. И во время массового хода сделать это достаточно просто, и успех, что называется, обеспечен. Ну, сейчас хода нет, сейчас вся рыба очень-очень высоко в верхах. Здесь, конечно, ее очень сейчас мало. И вероятность поклевки, ну, конечно, есть, но она достаточно низкая. Не хочет клевать на эту приманку. Либо не хочет, либо рыбы нет. Прежде чем покинуть этот участок, хотелось бы еще хотя бы одну поклевку поиметь. Поэтому я, пожалуй, сейчас поставлю снова маленькую вертушечку, на которую уже были поклевки. Поклевка. Что-то не крупное, да, вижу. Кажется, я понимаю, что это за рыба. Сейчас я вас познакомлю. Нет, к сожалению, нет. Это не то, о чем я подумал. К сожалению, нет. Это снова лосось. Это снова сема. Но прям очень-очень маленькая.
и розовая. Я не знаю почему. Как я уже чуть ранее сказал, в этом году, в этом сезоне в эту реку заходила крупная сима. А сейчас почему-то, ну, вот такая ладошечная мелочь. Ну, по окраске видно, что эта рыба в речку зашла уже очень давно. Она уже готовится к нересту, она вся вон розовая, полосатая. Я думал, что это красноперка. Я хотел показать вам красноперку. Но, к сожалению, нет. Это тоже сима. Маленькая сима. Видите, поставил обратно маленькую вертушечку, и сразу же поклевка. Видимо, все-таки дело в приманке. Ну, сейчас время такое. Это когда она вот свежая, только-только заходит с моря. Она агрессивная и бросается, ну, почти на любую приманку. А сейчас, конечно, нужно ее уговаривать, подбирать. Из всего арсенала, который вот рыбак носит с собой на речку, сейчас может работать одна единственная приманка, а на остальные она просто внимания не будет даже обращать. Ну, это вот такая вот специфика в межсезонье, так называемая. Ну, в принципе, непосредственно рыбалкой я удовлетворен. Я как бы и не планировал сегодня серьезно погружаться в рыбалку. Поэтому предлагаю продолжить знакомство с нашей речкой. Я отвлекся на свои дела, там в рюкзак полез, а блесна просто вот где-то там болталась. И вот что прицепилось. Вот такая малюсенькая рыбешка. Даже... ну это так. Это молоть красноперки. Это молоть красноперки. Совсем малюсенькая. Это молоть красноперки. Малек. Она у нас достигает вот порой вот таких вот размеров. А это малек. Малек красноперки. Ребят, я не специально, я не хотел. Она снова клюнула. Я не знаю. Я никак не могу уйти с этого места. Опять, к сожалению, не на камеру поклевка. Уже после поклевки я включил камеру. Это снова лосось, снова сима. Снова маленькая, розовенькая. Так, надо взять себя в руки и уйти отсюда. Пойдемте вниз. Сейчас мы ее отпустим. Ух ты. А вот смотрите, у нее тоже на спине какая-то ранка. Тоже на спине какая-то ранка. И, ну вот. Вот, смотрите. Она вся объячеенная. То есть где-то ниже по течению стояла сеть. Эта рыба попала в сеть. Но ей удалось вырваться. В общем, все как везде, наверное, в России. Все как везде в России. Ну, сейчас я, конечно, ее отпущу. И у нее очень высокие шансы выжить.
Тоже с нерестовыми изменениями, видно. Красивая рыба. Жалко, конечно. Сети это зло. Прекрасно. Так, ребят, и пошли вниз. Это может бесконечно продолжаться. Вот такие тут кущи. К сожалению, другого пути нет. А так по краешку мы и будем передвигаться. И там, где есть возможность, будем рыбачить. Вот это вот и вот это вот. Посмотрите, на какой высоте. Это не что иное, как мусор, который шел по воде во время паводка. Ну, либо весеннего паводка, либо после сильных дождей, после сильных циклонов. Представляете, какой был здесь уровень воды? Просто сумасшедший. Сумасшедший. А здесь, но могу ошибаться, такое впечатление, что кто-то вот что-то копал. То есть, ну, возможно, какое-то мелкое животное ковырялось в этом песке. Вон на этой куче я даже вижу чьи-то экскременты. То есть какое-то мелкое животное здесь что-то кушало, что-то добывало. Тут же и какало. Я даже не представляю, какое животное это могло быть. Тут берег такой относительно пологий. То есть здесь уже можно пройти. Такая вот здесь растительность интересная. Ниже слышен шум, шум воды. Это, скорее всего, перекат. Я пока не знаю, что мы там будем делать, как переходить речку, как или не переходить. Сейчас дойдем и посмотрим. Так, ого, здесь глубоко. А пройду ли я? Пока не знаю. Как я уже сказал, на этой речке достаточно много таких мест. Они очень похожи. Но все равно, попадая вот в такое место, понимаешь, что это красиво. Здесь течение спокойное. И, насколько я вижу, дно относительно ровная. А вот впереди эдакие бурунчики. Это говорит о том, что здесь лежит большой камень, либо, не знаю, какая-то расщелина в скальнике. И в таких местах рыба любит останавливаться, ну, что называется, на отдых, прятаться. Есть вероятность в таких местах поклевки. Сейчас мы подойдем, попробуем, но задерживаться не будем. Я хочу просто показать вам это место. Да, это похоже на выход скальной породы, что-то вроде плиты, отполированной за миллионы лет. А ниже получается как бы такой приямок. И рыба, да,
Она любит такие места. Любит она такие места, останавливается, прячется. Ну, мы не будем здесь задерживаться. В плане рыбалки очень интересное и перспективное место. Я больше чем уверен, что она сейчас там есть. Ну, возьмет, не возьмет, мы не будем это выяснять. Вон такой же кусок плиты, вон чуть ниже я вижу, как светлое пятно. Тоже очень перспективное место в плане рыбалки. Перед этим здесь был всплеск некрупной рыбешки. Я вот несколько раз бросил и поймал рыбу. Это красноперка. Вот я ее хотел вам показать. Перед этим я вам показывал молоть малька красноперки. Этот размерчик чуть-чуть побольше, но тем не менее это мелкая, это очень мелкая красноперка. Как я уже сказал, она таких неплохих размеров может достигать, но это какая-то мелочь. Я не знаю, что она сейчас делает в реке. Красноперка рыба такая, полупроходная. Она вот в речку заходит, спускается в море, нагуливается, потом из речки в море, из моря в речку, вот так вот. Сейчас нерест у нее давно прошел. Я не знаю, что она здесь делает, но, видимо, чем-то кормится. Может быть, она подрастает в речке, а потом уходит в море нагуливаться. Это красноперка. Вот такая вот рыбешка. Вкусная, вкусная. Но как бы в рыболовном плане она как бы не очень у нас популярная. Специально многие рыболовы, большинство, стараются, ну, не ловят ее специально. Место, с которого мы начали нашу прогулку, уже довольно-таки далеко позади. Мы уже много прошли. Вот, кстати, между сопочек вытекает еще один ручеек. И мы подходим к перекату. И вот здесь я пока не понимаю, что нам делать. Переходить на ту сторону или двигаться своим берегом. Дело в том, что температура воды растет и активно начинают размножаться водоросли. Вот так вот отсюда. О, смотрите, смотрите, крабик. Крабик. Подождите, давайте я его возьму. Давайте я его попробую взять, вам показать, а потом я мысль свою закончу. О, еще один. Ну-ка, стойте, 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 стойте. Так. Ну-ка. Вот я его догнал и поймал. Вот такой вот крабик речной. Не, я знал, я понимал, что я знаю, что они есть в речке. Но я не думал, что так высоко. То есть мы сейчас находимся достаточно высоко, далеко от моря. Вот такой вот крабик здесь живет. И не один. А тут же я смотрю и эти мидии. По-моему, это они. Сейчас я попробую достать. Их много. А сквозь воду на камеру, наверное, не видно. Так, крабика мы отпускаем. Бульк. Так, вот они.
Да. Он прячет свой язык. Камера плохо показывает сквозь воду. Но я вижу их тут полно-полно. Они вот в полураскрытом состоянии. Вот она. Здесь я никогда не был. Предлагаю сходить до ручья. Вон все дно, все камни покрыты зелеными водорослями. Даже с войлочной подошвой все равно как-то неуверенно себя чувствую. Ну вот, мы перешли на другую сторону. Смотрите, тут какая красота. Человеческих следов нет. Мы здесь первые. Вот такой красивый ручеек. Вода имеет такой немножко торфянистый цвет. Видимо, где-то там вверху какие-то болотистые участки. О! А я думал, мы здесь первые. Вот следы цивилизации. Тут все выглядит вот так. Я не знаю, сколько мы сможем пройти. Посмотрим. Но от машины я ушел далековато. Вот когда мы были еще в начале нашего путешествия, и выглянуло солнце, я вам сказал, что противоположный скальник блестит, и я не понимал, либо это порода такая, либо влага. Оказывается, это влага. То есть дождя, ну, уже давно нету, ночью шел, а весь этот скальник, он сырой. Это, что называется, сочатся, если можно так выразиться, грунтовые воды. То есть все эти склоны, они, есть такое выражение, плачут. Вот плачут влагой. Тут, конечно, я не смогу перейти. Мне кажется, я зря сюда зашел. Ну, попробуем выбраться отсюда. О. Какие-то водоросли. Непонятно. Да уж.
Вот так вот приходится пробираться. Только войлочная подошва и спасает. И то даже в ней скользко. Так, осторожно. Первая поклевка за весь день вот этой рыбки. А эта рыбка замечательна тем, что это не что иное, как карликовая сема. Если взрослая особь нагуливается в море, а потом заходит в реку большой, красивой, серебристой на нерест, то вот эта вот рыбка, это тоже сема. Она остается всю жизнь в реке, вот такой вот вид имеет. И она, ну, как утверждают ихтиологи, она участвует в нересте, то есть в размножении семы. Размеры бывают вот от таких, ну, до, я не знаю, ну, вот до такой вот. То есть это карликовая сема, карликовый самец очень маленького размера. Когда-то давно эта каменюка скатилась вон оттуда. За долгие-долгие годы ее отполировало ветром, дождем, течениями. Она даже вросла в скалу. И теперь на нем можно сидеть и отдыхать. Кстати, вот это вот не что иное, как ракушки, раковины от ракушек. Они за миллионы лет там вросли, спрессовались в этом скальнике, да. Это следы древних моллюсков. То есть внутри камень, снаружи камень, а это вот сама непосредственно вот белого светлого цвета, непосредственно раковина, ракушка. Я думал, здесь никого нет. Вот так бешено клюнуло, жадно. Снова красноперочка, не крупная. Я аж испугался. Вот они, грунтовые воды. Этот скалистый обрыв, но он весь сочится, весь. То есть после дождя, ну, вода после дождя просачивается. И вот в таких местах она находит себе выход и питает реку. Обалденно.
Вылезло окончательно солнце, стало жарко. Ну и мы удачно почти подошли к моей машине. Потому что сейчас будет невозможно жарко. Прошли мы участок вот этот обрывистый, я думаю, больше километра, километра полтора. И здесь вот резко речка приняла вот такой вот характер. То есть она здесь стала достаточно узкой. Пологие обычные берега, покрытые растительностью. В общем, мы почти закончили нашу прогулку. Я, конечно, не рассчитываю на рыбалку в этом месте, но пока вниз идем, конечно, я попробую что-то поймать. Хотя, напомню, идея видео немножко не в этом. Речки и природа в нашем регионе достаточно типичны. И на примере вот этой вот прогулки по одной из наших главных и любимых речек я хотел вас познакомить с нашими речками в летнее время, с нашей рыбалкой. Ну и, как я уже сказал в начале, непосредственно рыбалку как-то оставить на втором плане. На первом все-таки, повторюсь, прогулка по речке, знакомство с нашей природой. Надеюсь, у меня это получилось. Вот, наша прогулка подошла к концу. Машина моя совсем рядом, и я до нее дойду уже с выключенной камерой. Всем удачи. Увидимся.